Всем привет! Сегодня небольшой обзор на Harley Benton SC550 Desert Flame пустынный Burst и небольшое сравнение с моим бывшим Чипсоном. Что могу сказать? Гитара, в принципе, сделана довольно хорошо. Не без косяков. По корпусу, в принципе, все отлично. Корпус из 3 кусков. При этом примерно получается вот так склейка. То есть середина и уши. Буквально она проходит посюда и вот посюда. Гриф тоже 3-кусковый. Видно. Ну, пятка, как у всех Харли Бентонов, связанная, что в принципе достать можно хоть докуда. Из коробки высота струн была 1,75 на 6 струне и 1,5 мм на 1 струне. Звон как таковой почти нигде нету. Есть небольшой такой на 12-м ладу, терпимый, особенно вот на 3 струне. По 3 струне особенно. Но она сейчас у меня перестроена на тон, на полтона ниже. Струны, судя по всему, 10-46 стандартные для лесполов. Лады закатаны, но не полированные. В принципе, они гладкие, но как бы полировка все равно нужна. Есть шуршание по ладам струнами. Тогда это сейчас уже даже оно чуть намного меньше даже. Было хорошо слышно. Как будто, не знаю, ну, максимум до 1000 на том наждачке дошли. Колки понравились. По сравнению с Чипсоном прямо огонь. Они очень плавные, легко крутятся. В принципе, я доволен. Строй держит. Порожек заявлено, что кость. Но на вид на кость не похоже. Если сравнивать с моим Ибанезом Престижем, то по структуре совсем не похоже на кость. Скорее всего, пластик. Просто такого цвета под кость. Так, что еще? Звучки стандартные Roswell Love. Это под винтаж с не очень большим выхлопом. С таким даже, я сказал бы, с таким средним выхлопом. Заметил интересную особенность, что теперь они стали шлицы выставлять как на Гибсонах в одну линию. То есть они составляют прямую линию. Раньше были всяко разно. Гриф очень тонкий. И как-то даже неудобно, пока надо привыкать. На Чипсоне у меня был довольно такой нормальный гриф. А тут такая вот ассоциация, как на Ibanez RG. Он тонкий, но на Ibanez он широкий, а здесь узкий и тонкий. Ну, короче, надо привыкать. Электроника, в принципе, вся неплохо себя ведет. Крутилки. Ход не легкий и не тяжело крутится. То есть не похожи, как альфы, они очень легко крутятся. Эти так, есть небольшая упругость, скажем так.
По бриджу вроде как никаких нареканий нету. По сборке получается у нас втулки вот эти не до конца забитые, чуть-чуть там торчат на миллиметр. С обеих сторон, можно сказать. Из косяков еще по сборке здесь вот торец грифа не обработан, как она называется, окантовка на этом торце не обработана. Чуть-чуть криво установлена рамка на эквозвукоснимателя. Здесь получается, здесь зазора нету, здесь зазор где-то около миллиметра на этом краю. Так, ну от корпуса чуть-чуть отходит, тоже есть небольшие зазоры. Но я думаю, это не критично, это фигня, все эти рамки, они выгибаются всяко разно. Здесь все отлично, никаких там ничто нигде не царапает. Но гитара у меня, правда, сколько, второй день. Посмотрим, что будет дальше. Порог явно надо протачивать, здесь пазы. Даже под десятки здесь уже как бы они застревают, струны. Надо будет проточить, тем более буду ставить 1.49, как обычно, или 1.48. Что еще? Экранировка графитным есть здесь и здесь. В принципе, гитара вполне себе неплохая. Правильный угол наклона головы, какой должен быть. Здесь угол, скорее всего, как на эпифоне. Где-то, по-моему, 14 градусов на эпифонах. На Чипсоне у меня был какой-то вообще градусов, наверное, 7. Он был буквально, наверное, вот так стоял. Гриф. То есть был совсем без наклона, что как бы давало, на мой взгляд, не очень приятное ощущение. Кто любит, когда струны не имеют никакой упругости, там, натяжения, для тех прямо идеальный вариант. Меня это перестало устраивать в какой-то момент, и я просто продал этот Чипсон и решил взять Харлей на замену. В остальном, в принципе, по всем параметрам классический Les Paul, кроме пятки. Неудобная в кавычках форма. Les Paul толщина такая приличная. Из косяков еще что есть? Из косяков надо заниматься ладами конкретно. Помимо полировки есть еще такая штука, как струна просто тупо гасится посреди, получается, 16-го. Об 16 лад. Ой, нет, 17 лад. Когда на 16 делаешь бенд, все вот. Попробую, я не знаю, или подзабить его чуть-чуть, либо шлифовку делать, либо равнять лады, там посмотрим дальше. Дело явно не в анкере, потому что ну, как бы здесь это вряд ли, это в середине анкером правится, какие-то там такие проблемы. Здесь же в конце как такового главного звона нету, в принципе, практически. Но вот именно первая струна, вторая еще более-менее прилично, а первая уже все уходит. Надо смотреть и разбираться. В принципе, повторю, наверное, за всеми выражение гитара за свои деньги. Огонь. То есть обошлась она мне со всеми доставками пошлинами в 24 тысячи. И в целом брать можно, но надо допиливать.